всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Женатан. Сегодня я покажу и расскажу вам, как и с помощью какого приспособления я стягиваю заготовленный остов нашей дубовой бочки, так называемый фигвам, в его окончательное положение. Для того, чтобы показать вам, как устроено приспособление для стягивания остова дубовой бочки, я его предварительно разобрал, чтобы вам было легче понять, как оно устроено и как оно работает, и из чего оно состоит. Данное приспособление состоит из рамки. Она у меня сварена из двух трубок. Тут кусок уголка с отверстием под винт. И вот такого П-образного упора. Вот здесь это радиус, примерный радиус наших бочек. Сам винт. Здесь использован винт, который выточен из кругляка. Нарезана резьба М18 шаг 3. На конце сделана проточка под упорный подшипник. Но так как упорный подшипник я использую вот такого вот размера, то 8202, значит он здесь был, не станет. Была выточена вот такая втулочка, которая надевается на сам винт, а подшипник уже становится на данную втулочку. Винт вставляется вот в данное отверстие. Изготовлена вот такая из куска полосы толщиной 16 мм. Можно использовать миллиметров 14 толщиной. Вот такая вот поперечина с двумя отверстиями для нашего троса и с вареной гайкой, тоже с силовой резьбой М18 шаг 3. Сбоку сделаны два ограничительных упора. Для чего? Вы поймете потом. Мы вкручиваем винт в нашу поперечину. Вот. На конце винта сделано поперечное отверстие, куда вставляется вот такая вот ручка для удобства пользования, прокручивания винта. Так, как я уже сказал, втулочка с подшипником надевается на винт. Дальше. В нашем П-образнике сделано три отверстия. Два отверстия диаметром 10 мм, можно 8, в зависимости от толщины троса. Тут вставлены втулочки капролоновые или пластмассовые, можно использовать. Я использовал с ремкомплекта кулисы автомобиля, коробки передач автомобиля «Москвич». Сюда прекрасно становятся эти втулочки для того, чтобы трос не скользил железо по железу. Внутри, по центру данного П-образника сделано отверстие по размеру чуть больше на полмиллиметра, чем втулочка. Наш винт упирается в данное отверстие, заходит и встает за подлицо с этой стороны с нашим П-образником. Там в винте нарезана резьба М6 для того, чтобы для фиксации нашего винта туда вкручивается болт, и наш винт, получается, стоит и никуда не двигается. Вот я закрутил наш фиксирующий болт, и наш винт теперь зафиксирован от осевого перемещения. Дальше. Для чего эти ограничительные упоры? Упоры нужны для того, чтобы наша пластина при вращении винта и натягивании троса не прокручивалась по кругу. Вот. Теперь в данной пластине можно использовать просто отверстие по размеру троса. Но были просверлені отверстия побольше, потому что сначала была задумка немного другая, но потом были сделаны вот такие втулки, какие я нашел. Одна из нас пластмассовая, вторая металлическая. Они сюда прекрасно становятся. И через эти втулки будет у нас продет наш натяжной трос. Дальше. В нашем П-образнике сделаны 4 отверстия под винты, где будут стоять
наши ролики, направляющие ролики, которые направляют наш трос. Ролики можно заказать в интернете, уже продаются готовые. Можно поставить металлические, можно поставить капролоновые, пластмассовые, какие найдете. С кусочка трубы сделано 4 распорные втулочки, ну и соответственно 2 винта. Значит, винты становятся в наш П-образник, становятся подшипники с роликами и распорные втулки. Все собирается. Вот я уже поставил наши направляющие ролики. Нам осталось поставить наш стягивающий трос. Трос я использую диаметром 5 мм. Можно использовать чуть потолще. Но у меня есть такой, я использую такой. Значит, скажу, для бочек большего объема нужно использовать трос помощнее, потому что были случаи, что трос рвался. Значит, сейчас я его зафиксирую. Значит, мы продеваем наш трос в наше направляющее отверстие в нашем П-образнике. Вот, с одной стороны и через нашу поперечную пластину. Для того, чтобы трос более-менее нормально продевался в наше отверстие, я советую вам конец троса замотать изолентой, чтобы он не топорщился. И тогда намного проще продевать его в любое отверстие. Все, осталось нам продеть его в вот эту втулочку и сделать здесь по узлу, чтобы он у нас был зафиксирован. Я завязал узелки в наших концах троса. И теперь мне остается только показать вам, как работает данное приспособление. Вот наш остов. Мы предварительно распариваем его или над костром, или в какой-нибудь емкости с кипятком. Древесина пропаривается, становится гибкой, эластичной, и она будет готова к стягиванию. Потом мы надеваем наше приспособление на наш остов и начинаем подтягивать наш винт. Все, вот в таком вот виде мы начинаем стягивать нашу дубовую бочку. Все, приспособление отлично работает, проверено на практике. Все, бочки стягиваются, так что берите на вооружение и пользуйтесь.
Для бочек большего литража, начиная от 35 литров и выше, я буду делать аналогичные приспособления, но с винтом помощнее. Вот он уже изготовлен. Соответственно, габариты будут чуть побольше. Вот готовая пластина. Осталось сделать рамку, купить ролики, сделать П-образник. Ну и все это дело сварить в кучу. Кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Берите на вооружение мои идеи и заготовки. И подписывайтесь на канал. До новых встреч!